А что вы думаете, я пропустил выступление Петра Алексеевича Порошенко перед, ну, бывшими суворовцами, а теперь багуновцами, наверное, или багуновцами? Нет, не упустил. Давайте рассмотрим, ну так, несколько аспектов, весьма интересных. Сразу же подчеркну, выступление касалось годовщины памяти героев Крут. Кто не знает про то, что произошло под Крутами, советую обратиться к источникам. Как я это вижу в двух словах. Пришли большевики, большевики пришли под управлением негодяя, маньяка и подлеца Муравьева, которого потом свои же и кокнули. И маленькая группа студентов, которых туда бросили, ну, абсолютно бездумно. И, в общем, она смогла отбить сначала это наступление. В общем, молодцы были ребята, но многие из них погибли, к огромному сожалению. Теперь Порошенко решил ухватиться за эту тему, чтобы, ну, нужны герои, надо постоянно поднимать. Хотя про Круты, в общем-то, все помнят с 91 года. Ну, начнем. Насправді, то була війна проти України, яку розв'язала Росія. Немало удивились бы большевички, если бы узнали, что они, оказывается, были Россией, которая напала на Украину. Не думайте, что Петр Алексеевич просто идиот. Нет, он знает, что он говорит полную околесицу. Но эта околесица сейчас отлично ложится в канву того, что построено сейчас в Украине. Стало нещодавне публічне зізнання очільника Російської Федерації, який і досі заявив, що він не визнає того кордону, який у 1918 році при розпаді імперії було проведено між Україною та Росією. А Петр Алексеевич Порошенко, значит, признает эту границу, которая в 2018 году образовалась. Ну окей, Петр Алексеевич Порошенко. В принципе, можно из этого даже что-то хорошее вывернуть. К примеру, материал на ТСН от 2011 года сообщает, что найдена карта Украины, уникальная, и без сомнений в составе Украины входил Крым. Петр Алексеевич не попал в просак. Есть же, есть. Ну, видите, даже ТСН подтвердили. Ну, давайте теперь услышим, а что же это за карта-то 2018 года? На ній кордони суттєво відрізняються від сучасних. У 18-му році Україна була без Галичини, Буковини і Закарпаття, а також півдня Одещини, Луганщини та Східного Донбасу. Натомість Придністров'я було українським. Да не волнуйтесь вы так, Петр Алексеевич. Ну, нет Донбасса, нет кучи областей на карте 2018 года. Зато Приднестровье наше. Дальше Петр Алексеевич говорит, но он не говорит, он сейчас читает. Он, подражая Обаме, стал таскать с собой стекляшки. И он вот так вот постоянно вертит головой и читает. И он говорит не как живой человек. Живые, нормальные люди так не говорят. Он говорит со свойственной Порошенку пышностью. Мілітарним абсурдом, лицарями абсурду, національною Голгофою, національної непереможності, самопосвяті, полум'ям віри на жертвеннику нації, щоб відживитися тим святим вогнем ентузіазму, що матимуть переступити порог життя. За всей этой пышной ватой, за всем этим нагромождением иногда скрываются очень интересные высказывания. Вот, к примеру, Петр Алексеевич Порошенко признается, на Донбассе воюют несовершеннолетние. Дети войны, да? Станом на кінець року серед загиблих на сході України, які захищали нашу державу, нараховується 21 юнак віком до 18 років. Есть чем гордиться, Петр Алексеевич, есть чем гордиться. Это все были чьи-то дети. Твой-то сын, ну не будем о грустном. Давайте о чем-нибудь хорошем, позитивном. О снайпере, к примеру. О снайпере, которого Петр Алексеевич, какой, третий раз упоминает. Моя перша зустріч в 3-му полку спецназа в Кіровограді. На моє запитання, скільки отримує мобілізований снайпер, я відповів снайперу з мобілізованих з 3-го полка спецназу в Кіровограді. Я дуже добре пам'ятаю цю зустріч з снайпером 3-го полка спецназу в Кіровограді. Не только ты, Петр Алексеевич, помнишь, теперь вся страна уже точно уже запомнила этого снайпера из кировоградского спецназа. Хватит его уже, с другим уже снайпером встреться, с артиллеристом наконец-то встреться. Ну кто ж тебе речи пишет-то? Теперь он рассказывает о том, что он вычитал на сайте Радио Свобода. На сайті Свободи, Радіо Свобода, я прочитав інтерв'ю військового експерта Сполучених Штатів Америки Філіпа Карбера. Самого Филиппа Карбера?
Заявляется, что Филипп Карбер является профессором Джорджтаунского университета. И я же, когда залажу в Google, начинаю искать Филиппа Карбера, вот судя по отзывам и по поддению в СМИ, создается впечатление, что работает он где-то на Украине, потому что все его прогнозы касаются исключительно моей страны. Но что он там рассказывал-то, а? Зупинила Путіна, розбивши елітні дивізії, кинути на Україну. Элитные дивизии разбиты. Это, мне кажется, он уже начинает цитировать кого-то из небезызвестных российских, как их там, правозащитниц, которые рассказывали о боевых пловцах, убитых футбольных командах. Трансляция вот таких вот зомбирующих лучей. Дальше он рассказывает тоже про некие военные операции, о которых я лично не слышал. Бомбардування техніки, яку росіяни відправили через кордон сепаратистам, чи евакуацію поранених з поля бою силами гелікоптерних підрозділів. О каких операциях геликоптерных подразделов он говорит? Какие эвакуации, каких раненых, с каких полей боя на вертолетах производились? Какие колонны техники были разбомблены украинской авиацией? О чем Петр Алексеевич рассказывает? Но некоторые операции, о которых он рассказывает, действительно были. Это были значительные операции. Такі героїчні сторінки, як звільнення Слов'янська, Освобождение Славянска героическое. Это когда те взяли и вышли. Да? операції в Дебальцево, який незабаром виповнюється рік. З точки зору стратегії, він вважає успішною і такою, що назавжди увійде до підручників сучасної військової справи. Любой вменяемый человек, а тем более президент, не стал бы упоминать Дебальцево вообще. Просто не стал бы, не будить лихо. Зачем? Это же вся страна видит. Но Петр Алексеевич назвал эту операцию значительной операцией, сославшись на слова эксперта, о которых он прочел на сайте. Президент говорит, выступает президент. Давайте обратимся тоже к сайту Deutsche Welle. Минского саммита сепаратисты отказались прекратить бои, назвав Дебальцево внутренним регионом. В итоге украинские солдаты оказались почти в окружении. Очень сильный обстрел. Я уверен, что вы вообще туда доехали. Мы перемолились уже все, 100 раз попрощались с жизнью. Это рассказы немецкого издания, а также украинских солдат об успешной операции. Думаю, що окремою сторінкою увійде Дебальцевська операція. Петр Алексеевич любит Радио Свобода. За нами гнались только что, блядь. Еле ушли, блядь. Еще не знаю, полколонны здесь попало под обстрел. Выжили, не выжили. Да меньше половины роты осталось. От батальона что осталось? Нихера от батальона. Если это успешная операция, то какая же операция провальная? Вот мне просто интересно, какая операция просто неуспешная, к примеру, за эти 2 года? В общем, Петр Алексеевич Порошенко был в своем репертуаре. Иногда лучше жевать, чем говорить. Петр Алексеевич Порошенко, жуй. Жуй, Петр Алексеевич Порошенко, жуй!